Накануне вечером антикоррупционный комитет одержал колоссальную победу над преступными элементами российского шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти. Общественность России уже назвала данное событие одной из главных побед антикоррупционного комитета за текущий год. Сотрудники команды Никиты Михалкова и представители Следственного комитета во главе с товарищем Бастрыкиным произвели самые массовые аресты за текущий год среди преступных элементов российского шоу-бизнеса, теневых бизнесменов, вышестоящих эшелонов власти и других известных коррупционеров Российской Федерации. Арест производился в Москве в одном из фитнес-залов в банно-развлекательном комплексе под названием «Радуга», где собрались несколько представителей российского шоу-бизнеса, вышестоящих эшелонов власти для обсуждения проблем и праздничного гуляния. Среди арестованных были замечены следующие публичные личности: известный певец Александр Николаевич Малинин, генеральный директор Первого канала телевидения Константин Эрнст, представитель Центрального аппарата МВД Ирина Волк, супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка, которая совсем недавно вышла из СИЗО на свободу, но, судя по всему, в скором времени вновь может оказаться в местах лишения свободы, а также несколько депутатов, самые известные из которых Николай Валуев. Встреча преступных элементов российского шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти тщательно охранялась, и представителям антикоррупционного комитета и Следственного комитета пришлось применить силовые методы задержания. Стали известны и причины ареста преступных элементов. В частности, певец Александр Малинин был задержан за длительную неуплату налогов за свою элитную недвижимость на территорию России и ближнего зарубежья. Генеральный директор Первого канала телевидения Константин Эрнст был задержан по подозрению в покушении на нескольких сотрудников антикоррупционного комитета, а также к причастности в смерти легендарного российского и советского актера Александра Ширвинда. Представитель Центрального аппарата МВД Ирина Волк обвиняется в преступной связи с пресс-секретарем Верховного Главнокомандующего Дмитрием Песковым, а также ведении незаконной коммерческой деятельности на территории города Москвы. Ну а супруга пресс-секретаря Татьяна Навка обвиняется в получении крупной денежной взятки 256 миллионов рублей, которые она получила от одного из известнейших российских музыкантов за устройство концертов и музыкальных шоу. На данный момент проводятся оперативные работы по делу обвиняемых. Дело взял под личный контроль Александр Иванович Бастрыкин. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.